Этот мир стремительно несется к точке невозврата, и сегодня становится окончательно ясно. Аппетиты Израиля выходят далеко за пределы сектора Газа или Ливана. Глава МИД Турции Хакан Фидан сделал по-настоящему сенсационное и жесткое заявление, которое вскрывает истинные масштабы назревающего конфликта. По его словам, Израиль активно пытается назначить Турцию своим новым врагом. Фидан бьет наотмашь. Израильское руководство просто не способно существовать в состоянии мира. Ему жизненно необходим образ врага для оправдания своих действий. После Ирана целью для агрессивной риторики выбрана Анкара. И этот опасный курс, как отмечает министр, поддерживается не только кабинетом Нетаньяху, но и израильской оппозицией. Стремление к расширению территорий – это не случайность и не ответ на угрозы, а стратегическая долгосрочная цель Израиля. После октября 2023 года эта возможность открылась, и теперь Тель-Авив цинично преподносит свой экспансионизм под маской нужд безопасности. Но маски начинают спадать. Международное сообщество все яснее видит, что Израиль добивается не мира и не защиты своих границ, а захвата новых земель, подытожил Фидан. На этом фоне Биньямин Нетаньяху ведет себя как лидер, за спиной которого стоит абсолютная мощь. «Мы в союзе с самой могущественной державой мира», открыто и гордо заявляет он, подтверждая, что каждый шаг Цахал полностью скоординирован с Вашингтоном. Нетаньяху не просто угрожает. Он переходит в плоскость метафизического противостояния, сравнивая иранские ядерные объекты с лагерями смерти. Его риторика предельно остра. Он прямо заявляет, что если бы Израиль проявил слабость и не действовал, такие объекты, как Натанс, Фордо и Бушер, вошли бы в мировую историю в одном ряду со Свинцимом, Майданеком и Собибором. Это не просто политические дебаты, это идеологическая подготовка к удару колоссальной силы. Премьер предупреждает, любое нынешнее затишье – лишь ширма, а перемирие с Ираном может закончиться в считанные секунды. Ситуация на земле лишь подтверждает эти мрачные прогнозы. Армия обороны Израиля официально рапортует о практически полном захвате Бинт-Джубайля, ключевого стратегического оплота Хезболлы на юге Ливана. Но Иран не собирается отступать. Представитель Центрального штаба вооруженных сил Ирана Хатам Аль-Анби Эбрахим Зольфагари в социальной сети X опубликовал прямое и зловещее предупреждение. Израиль ожидают суровые и болезненные часы. Тегеран открыто обещает, что первые удары по израильским объектам будут иметь разрушительный характер, и это не пустая угроза, а обещание. Поле боя открыто, все сценарии лежат на столе, и Иран призывает мир просто ждать и наблюдать за тем, как будет реализован этот ответ. Пока Ближний Восток балансирует на грани тотальной аннигиляции, Турция пытается удержать от хаоса соседние регионы. Хакан Фидан акцентирует внимание на том, что Анкара приложила колоссальные, почти запредельные усилия для достижения мира между Баку и Ереваном, используя весь инструментарий, от демонстрации силы до тончайшей дипломатии. Турция выстраивает баланс, чтобы не допустить превращения Кавказа во второй фронт глобального противостояния. Для Анкары это вопрос не только престижа, но и выживания. Любая дестабилизация в регионе немедленно бьет по интересам Турции. Министр с горечью отмечает, что если бы энергетические проекты, которые лоббировала Анкара, были реализованы в срок, последствия сегодняшнего кризиса вокруг Ормузского пролива были бы гораздо менее болезненными для мировой экономики. На этом фоне Южный Кавказ пытается совершить исторический разворот. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет о старте совершенно нового этапа, который должен навсегда изменить экономический ландшафт региона. Речь идет о проекте ТРИП, который призван окончательно вывести Армению из многолетней блокады через запуск железнодорожного сообщения, в том числе через территорию Азербайджана. Пашинян признает, ломать психологию 30-летней изоляции крайне сложно. Одно дело – годами мыслить логикой грузовых перевозок через сложные объездные пути, и совсем другое – перейти на логику трансконтинентального вагона. Это требует не только новых рельсов, но и железного доверия между вчерашними врагами. Политическое обязательство Еревана четкое. Этот путь должен стать надежной артерией, которая никогда больше не будет перекрыта, подытожил Пашинян. Однако тени прошлого продолжают преследовать мирный процесс.
Армянские эксперты, вернувшиеся из Баку, констатируют: тема так называемого «западного Азербайджана» раздувается азербайджанской стороной как зеркальный ответ на требования о возвращении армян в Арцах. Аналитик Арек Коченян подчеркивает, что за этими громкими лозунгами нет реальной основы. Ни Баку, ни Анкара, ни даже США не имеют ресурсов для переселения 300 тысяч азербайджанцев в Армению, напоминая, что даже в подконтрольный им Карабах до сих пор не удалось вернуть и третье от заявленного числа людей. С нашей стороны добавим, что Арек Коченян либо не знает об этом, либо просто не хочет об этом говорить, поскольку Армения сейчас не в том состоянии, чтобы вести переговоры с Азербайджаном с такой позиции. Однако, если Армения захочет, она может поднять вопрос о 700 тысячах армян, которые во время Первой Карабахской войны покинули такие города в Азербайджане, как Баку, Сумгаит и Гянджа, причем большинство из них жило там довольно богато. Тема арцахцев, желающих вернуться в Карабах, вообще несопоставима с темой 300 тысяч азербайджанцев, которые хотят вернуться в Армению. Если обсуждать это в контексте Карабаха, то Азербайджан должен говорить о тех азербайджанцах, которые покинули Карабах в годы войны, и которых было в 4-5 раз меньше, чем проживавших там армян. А вопрос о 300 тысячах азербайджанцев и Западном Азербайджане вообще несопоставим с вопросом арцахцев, поскольку, повторюсь, примерно 700 тысяч армян также могут претендовать на возвращение в Азербайджан. Большинство из них даже не успели продать свое имущество, в то время как азербайджанцы либо менялись домами, ереванскими на бакинские, либо просто продавали их и покидали Армению. Почему Армения не ведет диалог с этой точки зрения, мне совсем непонятно. Скорее всего, причиной тому является военный дисбаланс, и Азербайджан, подобно хулигану, диктует свои условия, и для него уже не важно, прав он или нет. В то же время Баку демонстрирует бескомпромиссную твердость. На требования главы МИД Армении Арарата Мирзояна об освобождении заключенных Азербайджан отвечает жестко и аргументированно. Эти люди не военнопленные, а преступники, осужденные за терроризм и военные преступления. Для Баку это вопрос правопорядка, где принцип неотвратимости наказания, закрепленный еще в Нюрнберге, не может быть предметом политического торга. Масло в огонь подливают и провокационные вбросы в зоне Персидского залива. КСИР Ирана, официально опровергая удары своих беспилотников по Саудовской Аравии и Дубаю, делает крайне опасный намек. Тегеран якобы ведет тщательный мониторинг ракетных запусков, которые были зафиксированы со стороны Азербайджана в направлении этих арабских государств. Это очевидная попытка столкнуть лбами соседей и расширить географию конфликта. Мир окончательно сорвался с петель, и это чувствуется даже на другом конце планеты. Президент Южной Кореи Ли Дже Мён спровоцировал беспрецедентный дипломатический скандал, в открытую сравнив действия Израиля с Холокостом и нацизмом. Эта публикация в соцсети X вызвала ярость в Иерусалиме и превратилась в острую перепалку, которая лишь подтверждает: старая дипломатия мертва. Наступает эпоха открытых угроз, жестких союзов и борьбы за выживание. Мы входим в зону максимальной турбулентности. Ждите и наблюдайте, развязка уже близко. Пишите ваше мнение в комментариях под нашим видео. И самое главное, подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться с нами, держа руку на пульсе главных международных событий.